фронте как раз и о поле боя. Давайте пройдемся по линии боевого соприкосновения. Давненько, ну, многие ждали, да, давненько этого не было. Так вот, пожалуйста. Откроем карту Deep State, но я начну Мгм. нетипично. Я начну с белорусского направления. Вот так. Прям лихо. С белорусского. Смотрите, да, давайте. Лукашенко говорит, что будут нападать. Зеленский говорит, что будут нападать. Короче, все друг на друга будут нападать. И я так понимаю, что насколько, вот как вы говорили, таксисты, подтвердите или опровергните, пожалуйста, что есть все-таки, он висит до сих пор, этот дедлайн, условный конец мая, начало июня. Если Зеленский пойдет и скажет, я буду воевать, то включится уже как бы эскалационный сценарий и по полю боя, и по воздушным ударам. И вот в этом акте откроется опять снова форточка или окно, или дверь Беларуси. Только тут вопрос. Мы или на нас, то есть Зеленский или на Зеленского, в общем-то, пойдет движение. Смотрите, значит, что с моей точки зрения сейчас происходит? У России крупные неприятности на поле боя, не хватает живой силы. Они забуксовали у нас. Значит, для того, чтобы создать условия, нужно, которые снова позволят им решать основные задачи по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской, там, и Херсонской, то нужно, или хотя бы Донецкой, Днепропетровской, там где-то в кавычках, им нужно сделать две вещи. Первое, откуда-то взять очень много своих сил, и второе, куда-то деть украинские силы. Чтобы взять свои силы, им надо идти на мобилизацию. Очередную волну, частичную, полную, как хотите назовите и так далее. Это крайне непопулярная мера. Очень многие российские головы говорящие считают, что блокировка телеграмма и шире интернета – это как раз подготовка к объявлению Ну, это мобилизации. Зеленского заявление. Зеленского заявления, но и в России тоже так некоторые думают люди. Но суть не в этом. Вторая история заключается в том, что надо куда-то деть Украину. Что-то сделать со своими силами, куда-то деть украинские. Что лучший способ деть украинские – напрячь их в других местах. Беларусь для этого идеальна. Поэтому сейчас в Беларуси идут весенние сборы военные, и под них, как всегда, Лукашенко делает массу воинственных заявлений. Мы используем все силы и так далее, и так далее. Кроме того, еще один вариант остается, например, напрячь страны Балтии, то есть там начать какую-то военную активность. Я сейчас не говорю войну, военную активность. И Лукашенко и в этом случае территория Беларуси, ее вооруженные силы, ее возможности являются там, одним из ключевых факторов. Поэтому российское руководство рассматривает разные варианты в этом отношении. Версия о том, что ваша, которую вы высказали, если я вас правильно понял, что у России есть сила, она просто их не использует, потому что ультиматум не истек там до конца, или там условный Да, период, да, да. и так далее. Я так не считаю, потому что немножко знаю положение российских вооруженных сил. У них есть пределы эскалации, но которые они могут поднять, но они не катастрофические. И ничего принципиального не решат. Но втягивание Беларуси в войну, хочешь не хочешь, а изрядные украинские силы отвлечет. 1060 километров границы с Беларусью, и их надо охранять. То есть это здоровый кусок сил будет забран. Таким образом, россияне могут получить как минимум одно из двух необходимых составляющих, для того, чтобы дальше успешно с их точки зрения воевать. То есть наши силы отвлечь. Теперь о реальных военных возможностях Беларуси. Они не способны противостоять Украине в сухопутной войне. И даже стать сколько-нибудь серьезным фактором. И гораздо выгоднее Беларуси угрожать, чем создать вооруженные группировки, которые принимают боевые действия против Украины. Потому что когда вооруженные группировки созданы, это конкретная осязаемая цель. Она не может быть растянута на всю 1000 километров границы. И по ней будет осуществляться вооруженными силами Украины совершенно определенное воздействие, там, как учили в автошколе, и как они делают с российскими силами. И Беларуси, сразу скажу, очень сильно не поздоровится. Ее сметут, просто прямо скажем. Кто? Поэтому украинцы. Какими Потому что, силами сметут? потому что несопоставимые, смотрите, дослушайте, Нет, какими силами? Я вот просто, понимаете, Хорошо. когда вы говорите сметут, сухопутная война, а мы сейчас воюем сухопутно на фронте или мы дроново Конечно. воюем? Конечно. Дроновая война – это сухопутная война. Дослушайте. Мгм. Проблема в том, что там два армейских корпуса, которые выставит Беларусь, например, и всерьез пойдет с нами воевать,
Это предельно локализованная война, и от них ничего не останется. Слишком огромная разница в потенциалах и в боевом опыте практическом. Мы уничтожили армейский корпус за вот 2 зимних месяца российский. Это с огромным российским боевым опытом, который тоже вооружены с ног до головы дронами, имеют опыт борьбы с нами и так далее, и так далее. Уже с белорусами. Но суть не в этом. Суть в том, что для того, чтобы это сделать, с нашего фронта придется снять их 1120 группировку. Не меньше, 150. А именно это россиянам и нужно. Теперь возникает вопрос. И тогда мы сразу обнажаем целые огромные дыры, и россияне там захватывают условно Краматорск и Славянск. Теперь 2 вопроса остаются. Готовы россияне пожертвовать 2 белорусскими корпусами разгромленными для того, чтобы взять Краматорск и Славянск? Это очень большой вопрос, потому что если они реально на это пойдут и как-то заставят Лукашенко это сделать, отношения между Россией и Беларусью это отнюдь не украсит, мягко говоря. Очень сильно осложнит. Второе – это полная смена формата государственных отношений России и Беларуси ради взятия Славянска-Краматорска. Я в это откровенно не верю. Второй вопрос. А готова ли сама Беларусь жертвовать 2 армейскими корпусами для того, чтобы россияне взяли Краматорск и Славянск? Я в это не верю от слова совсем. Поэтому белорусская угроза, мне кажется, преувеличенной. Что я допускаю, это частично военную активность в виде дроны с белорусской территории залетели, провокации на границах и так далее. Целью которой будет являться что? Необходимость так называемого обсервационного корпуса создания украинского. То есть, есть какие-то сейчас войска на белорусской границе, но их значительно меньше, потому что угроза не считается серьезной. А если будет создана видимость этой угрозы или начнется активность в воздухе, дроны там будут залетать, пограничные машины наши там поражать мосты и прочее, прочее. Полетят какие-то шахеды снова там и так далее, вышки ретрансляционные, про которые Зеленский рассказывает. И этот градус будет подкручен, мы вынуждены будем создавать группировку. И это куда более выгодно россиянам и даже белорусам, потому что группировку придется усиливать не только по основным опасным направлениям, но и на всей границе. То есть, отвлекать большие силы и средства с нашего фронта. Понимаете, да? В этом смысле идеально это все время держать нас под шахом. Учитывая близость до Киева, например, и так далее. Под шахом, но не переходить к открытой войне. Открытая война позволяет быстро решить вопрос белорусских вооруженных сил, собранных против Украины. И он не выгоден ни России, ни эти самые. А вот с другой стороны, подождите, да. Давайте развернем эту историю, потому что я если честно, не то, что каждый напишет в комментариях, с чем он согласен, не согласен, это дело такое. Можно решить вопрос Киева и переноса столицы в Ивано-Франковск или во Львов. Понимаете? Если привлекаем территорию Беларуси, военные силы Беларуси. Что такое привлекаем? Киева не будет. Это иллюзия. Подождите. Это в конкретно вашем примере, когда идет, например, корпус, который стирается, сметается. Так Киева не будет. Потому что там подлетное время, с РСЗО можно обстреливать. У белорусов нет никакой возможности сделать с Киевом ничего. Даже их страшный полонез, стреляющий на 300 километров, это уничтожит 100 домов в Киеве. После чего от этого полонеза ничего не останется. Вы поймите, это несопоставимая вещь. Белорусская армия сейчас, украинские вооруженные силы. И выгодно как раз для России не переходить к открытым боевым действиям, а постоянно угрожать. Смотрите, представим себе, что мы сидим в доме. И знаем, что 2 вооруженных джентльмена на нас нападут. В доме 8 окон и 2 дверей. Мы не знаем, откуда они нападут. Что мы должны делать? Пост 3-сменный круглосуточный. Кучу народа выделять, которые будут патрулировать, охранять эти окна, смотреть, усовершенствовать сигнализацию все время, держать палец на курке днем и ночью и так далее. Выматываться, тратить ресурсы, бензин, ротации, 5-е, 10-е и прочее, прочее. А когда и держать внутри 12 человек, которые должны ловить этих 2, которые будут неизвестно откуда заходить, чтобы не было неприятностей. А когда 2 уже зашли, то 12 гораздо проще с ними работать. Правильно? Уже понятно, через какие окна они зашли. И другие окна можно не охранять. Или не охранять так сильно. Надо убить этих 2, и опасность снята. Так вот, держать этих 2 ходящих вокруг дома, постоянно угрожающих, намного выгоднее в деле нашего выматывания и сковывания наших сил, чем перейти к открытым боевым действиям. В этом же фишка. Поэтому они будут постоянно угрожать. Возможно, этот градус то есть, риторика воинственная будет до предела. Возможно, этот градус будет, потому что он еще в 2 стороны работает. Лукашенко же не говорит про какую войну, украинскую, либо прибалтийскую, например, правильно? Или ту и другую. То есть, там угрозы и туда, и туда. А
Открытые боевые действия – это предельно невыгодная стратегия. Я не думаю, что они настолько глупы, белорусы и россияне, чтобы к этому перейти. Что касается там, воздушных провокаций, шахеды полетели, там, я не знаю, там, FPV полетели по приграничным районам, я это допускаю. Но мы будем бить в ответ, а там уже посмотрим, что к чему. В этот раз Украина будет бить в ответ. Суммы, Алексей Я думаю, Николаевич. посмотрите, я хочу закончить. Самое разумное, что может сделать эта Украина, это не пеной изо рта исходить с воинственных заявлений в отношении Беларуси, а наоборот, вести максимально деэскалационную риторику Ну, и это, да, это постоянно не про снижать градус, Зеленского. Да. да, постоянно снижать градус военной опасности. Вот я бы так делал. Я бы сейчас не рассказывал, что Лукашенко ждет судьба Мадуро и Мгм. так далее. А я бы говорил, что украинский и белорусский народ братья, очень похожи, совместная история, совместные нюансы, совместные вызовы и угрозы. Мы не можем допустить. Наша главная задача не допустить, чтобы упал волос хоть с головы одного белоруса или одного украинца в взаимном конфликте. И вот все туда инвестировал. Как это, официальные и неофициальные переговоры и система мероприятий, не позволяющие не то, что втянуть Беларусь в войну против нас, а еще или нас в войну против Беларуси, а договориться о том, что если какая-то третья сила или наши идиоты с двух сторон перейдут к боевым действиям, создать механизм мониторинга немедленного их прекращения, не дать как это локальным возможным провокациям разрастись. Вот что делала бы разумные политики, понимаете? Они рассказывали про то, что Лукашенко ждет судьба Мадуро. Суммы. Сегодня прям скандал был. Военная корреспондентка описала о том, что вполне себе готовится полукольцо, клещи, охват областного центра. Командование дерзко ей ответило, сказал, знай свое место, все, никого не пропустим. То есть от вот этой истории, там где сейчас, ну, на карте, да, до Сум 35 километров. Зашли они на 5, ну, 4-5, то есть имеется в виду, россияне зашли, перешли границу и сделали вот этот плацдарм, и там идут бои, идет продвижение. Поэтому, мол, никто никуда не дойдет, это все паникерство. Но откуда взялась эта информация? Ну, как бы тоже можно любого, конечно, тыкнуть, любого военного корреспондента, тем более девушку, но простите, пожалуйста. Есть ли вообще какие виды читаются по поводу Сум? Смотрите, это тоже наша попытка размотать украинские резервы. Все очень просто, потому что они сейчас предпринимают любые меры, доступные им, для того, чтобы эскалационные, провокационные, реальные, для того, чтобы заставить нас снять войска с фронта. А мы в этом смысле очень сильно предсказуемые, потому что Зеленский и его окружение крайне болезненно относятся к вопросам там наличие там, противника и его успехов, хотя бы тактических, на северной границе там, да, и так далее, не только на Восточном фронте. Поэтому обычно Сырскому дается команда «делай, что хочешь, немедленно выбить, восстановить положение» и прочее, прочее. Авантюра с Курской области это очень хорошо показала. Вот. И россияне знают, что можно создать условия, когда Сырский снимет под давлением Зеленского значительную часть войска, а сейчас и 20 тысяч – это значительная часть, и бросит на отбивание Сум, чтобы Зеленский мог доказать, что ворох разбит, и мы его выдавили там, с Сумского направления. Или это самое. А тем временем они создадут все условия для продвижения на Донецк. Потому что резервов-то у нас, мягко говоря, очень мало. И на Сумы и на Донецкую область их одновременно не хватит. Поэтому они предпринимают меры ослабления украинского. Сейчас борьба идет за что? Как бы нарастить свою численность у россиян и как бы уменьшить украинскую. Поэтому и белорусский вопрос, сумской вопрос, может быть, еще где-то начнется там, Харьковская в очередной раз, это попытка раздергать резервы. Но я так понимаю, что ключевая история – это Донбасс. Сегодня был прорыв в Константиновке. Его так не подтверждали официально, но многие написали и с российской стороны, и не с российской стороны, что уже заход был в город, и в городе ведутся бои. Вроде как много. Так они давно немного. зашли туда, да. Но тем не менее, то есть идет вот конкретно в Константиновке. Славянск-Краматорск постоянно на линии огня, и мы вот на выходных видели бомбежки, ракеты, то есть все как бы стабильно. Бомбежки, ракеты, кабы летят, артиллерия летит, но надо понимать, снаряды летят. Понимать, что реального продвижения на поле боя сейчас практически нигде нет. Причем как с российской стороны, так и с украинской. Были некоторые успехи у нас там на стыке Запорожской, Днепропетровской и так далее, и так далее. Вот эту недельку, там, 2, которые мы не виделись, в принципе, это бои местного значения без существенного продвижения сторон, потому что у обоих сторон не хватает резервов для того, чтобы сделать что-то значительное ни у россиян, ни у нас.
А так бои идут, бои высокой интенсивности идут действительно и так далее. Но это бои без особого продвижения. Продвижение десятки, сотни метров, не являющиеся серьезным фактором. В отличие, например, от ситуации еще там месяца назад, когда украинские силы двигались, или ситуации 3 месяцев назад, когда двигались активно российские силы. Константиновка, противник туда вошел еще в феврале основательно, закрепился. Так были попытки и раньше. Если там он где-то и сдвинулся, то это местная городская проблема. Ее там как-то решают и так далее, и так далее. И ну, это нельзя считать серьезным фактором, это продвижение. Мы можем только констатировать, что есть тактический какой-то прорыв, какой-то сторон, который надо посмотреть, что с ним будет. Как его купируют, удастся ли его развить и так далее. Фронт в целом стоит сейчас. Бои интенсивны, но он в целом стоит. Потому что сил нет обеспечить продвижение ни россиян, ни у нас. Смотрите, еще во времена Авдеевской операции, год назад, ну, существенной переброской являлось, там, усилением являлась цифра в 50-70 тысяч человек. Сегодня россияне, и наши аналитики, и не только наши, аффилированные с этой тематикой, говорят, что вот россияне где-то сейчас как возьмут 20 тысяч. 20 тысяч год назад человек фактором не считалось вообще. Ну, 20 тысяч, господи. Там начинали считать с 50-70, как фактор, способный поколебать чашу весов. Сегодня 20, потому что реальные проблемы с личным составом у нас критически, у россиян существенно. Мгм. Смотрите, ну вот так вот, если заканчивать линию фронта, да, вот от Донбасса, то есть везде все стабильно, вы говорите. Ну, Не, нестабильно, нестабильно, а нет продвижения. Это нестабильность. Это интенсивные бои идут. Просто нету сил и средств у сторон продавить где-то участок, там, продвинуться нет, вперед. просто смотрите, тогда я так задам вопрос по поводу фронта, да, и пойдем к зрителям, подведем итоги. Угу. Тогда получается, я делаю вывод абсолютно дилетантский, что никто ни хрена не готовился к весенне-летней кампании, ни российская сторона, ни украинская. Нет, готовились совершенно. Готовились, но есть существенная проблема. Личный состав. И Его в не личном хватает. составе тоже. А готовиться к личному составу, это надо что-то делать с мобилизацией принципиально. У нас же не зря там целая там сейчас новая реформа МВД. Кстати, один из ключевых конфликтов, связанных с тем, что мы обсуждали в начале передачи, это то, что новая реформа мобилизации предполагает, что ТЦК больше не будут хватать граждан на улице. А это должна делать полиция. А Клименко, конечно, и весь аппарат полицейский. И от этого, как могут от этого пытаются сдыхаться, да, и это непростая история. И у россиян проблема, потому что все больше источников, которым можно верить, не кликуши вот эти вот с обеих сторон, а серьезные источники говорят, что уже 4-й месяц потери российские превышают количество людей призываемых. Но дело даже не в этом, а дело в том, что им не удается создать серьезные резервы, способные реально перевернуть ситуацию. Это от 70 и выше, 120-150 тысяч человек где-то надо взять. А вся группировка 700. То есть это нужно взять четвертую часть группировки, где-то пятую. Это очень серьезный фактор. И без того, чтобы они и мы сделали что-то с мобилизацией, проблема не развязывается. Одними дронами Краматорский и Славянский не возьмешь. Хоть по 50 дронов на человека запусти. И тут проблема вот в чем, что и они, и мы что-то будут делать с мобилизацией в ближайшее время. И того, кто лучше сделает с мобилизацией, то и определит судьба летней-осенней, скорее, кампании, потому что сделать что-то с мобилизацией, это месяцы занимает. Формально весенняя летняя кампания началась, она в апреле начинается. Всегда. Земля высохла туда-сюда, хотя сейчас это не особый фактор. Но мы подошли в зимних боях, истощив силы, и мы, и они. И надо что-то делать с личным составом. И я повторюсь, разница у нас, проблемы с личным составом критические, а у них существенны. Что-то критически хуже существенных. Чтобы вы не подумали, что я заливаю, как Россия вся развалилась, и у нее нет пехоты. Нет. Но у России существенная проблема. Это значит, они не могут провести интенсивные действия, наступательные, с той же интенсивностью добиваться тех же успехов. Им нужно где-то взять десятки тысяч личного состава. А у нас критические. Мы сейчас в очень интересном положении находимся. Мы по дронам их опережаем. Насытили поле боя, особенно вот middle strike, так называемые, то есть средний удар очень хорошо сейчас получается и так далее. Но личного состава на соплях. Есть бригады, у которых 14% комплектации. Это катастрофа. Поэтому за счет дронов, да, мы держим поле боя, за счет проблем у России. Но если Россия сейчас где-то возьмет эти 70-120, то будет ай-яй-яй. Могут и дроны не особо помочь. И мы в этой связи тоже что-то должны делать с мобилизацией, причем принципиально. Потому что, помните, когда я вам сказал, еще месяца 3 назад я сказал 4 фразу в эфире с вами, что
Мобилизационные модели исчерпались в России и в Украине, и надо делать, они работают по инерции, но не решают принципиальной задачи создания превосходства в живой силе на поле боя. Восстановление в прежней численности, да, но превосходство не удается создать. То есть отвести, компенсировать потери, да, а вот надуть пузырь там новой военной группировки, которая возьмет там очередную Авдеевку или очередной Покровск, уже не удается. Или отобьет. Поэтому и те, и мы, и они будем делать, а делать это несколько месяцев. Короче, где-то к июлю-августу будет понятно, кто справился с мобилизацией лучше. А до этого мы, скорее всего, если там не произойдет неизвестно чего, Ну, подождите. какого-то этого самого, мы с вами, да, в секунду будем отделываться фразами «фронт стационарный». Да. Смотрите, тут же важно, что мы можем сделать с мобилизацией? Понизить возраст до 21, тащить вот этих женщин. Видели, вот, ну, там люди шутят, конечно. Ну, да. Вот эти До женщин еще рановато. Как это? Война да. это женское дело, а там переиначили, сделали подгузники, милитари стайл. Война это детское дело. Ну, типа с пеленок, так сказать, уже на войну. Да, женщин будут создавать сейчас окно Овертона, что женщина воюющая это нормально, более того, это почетно и так далее, но пока еще непосредственно призывать не будут набирать на специальности, просто добровольно. Что могут сделать? У нас два основных источника. Это три, вернее. Это понижение мобилизационного возраста, но он тоже непопулярный, его будут пытаться откладывать. Это создание так называемым уклонистам, как они их называют, в кавычках, я всегда беру это слово, невозможных условий с целью их заставить идти в армию. Прежде всего, экономически невозможных. Но это тоже касается определенных проблем, потому что все эти залихватские призывы, типа давайте им всем карточки заблокируем, 2-3 миллионам мужчин, это ляжет вся экономика просто. Понимаете, да? Это не такая простая мера. А второе – это наемников где-то брать. То есть массово нанимать там где-то десятками тысяч еще. Но пока и та, и другая, и третья проблема очень на самом деле непонятно, как решается. Поэтому, несмотря на все объявленные реформы мобилизации, где и позитивные методы поощрения пытаются, и экономические санкции, успех этих мобилизационных мероприятий, мягко говоря, не очевиден. Смогут ли они войску дать какой-то прибыток людей? Ой, как не очевиден. Поэтому они не могут... Это война однорукого с одноногим. Они не могут, да, а мы еле вытягиваем. Вот поэтому, да. У кого что лучше получится к июлю-августу, мы с вами посмотрим в прямом эфире. Ну, вот, и это будет видно. Пока мы обозначили программу, что и та, и другая сторона, чтобы добиться серьезных успехов на фронте, должна что-то сделать с наличием личного состава. Да, значит, подведем итоги нашего вопроса сегодня. Много вопросов вас действительно ждали. Будем, пройдемся обязательно в режиме Блиц по всем вопросам. Итоги опроса. Поддерживаете ли вы легализацию короткоствола в Украине? Оружие имеется в виду короткоствольного. 14% опять хотят нажиться на крови. 18% это забалтывание позора полиции. 24% да, так будет безопаснее. 44% нет, так беспредел, будет вообще одище. Люди не готовы, и я разделяю это мнение. Нет, ваша аргументация, она, конечно, романтична и имеет место быть, ее хочется поддержать, но если так, правда, 5-й год войны. Бусификация, прилеты, агрессия, идиотизм, налоги, поборы. Это большой спор. Я могу сказать в ответ, что сейчас огромное количество даже автоматического оружия на руках у людей, розданного в 22-м, и оно пока активно не стреляет на улицах. Хотя оно есть уже. Да, еще и пойди установи владельца. А легализованное оружие – это приписан владелец. Это ты отстрелял ствол, и сразу понятно, чей это был ствол. То есть можно. Это очень долгий спор. Я свою позицию высказал. Люди могут остаться при своей. Но я понимаю прекрасно людей, которые боятся, что такой стрельбы станет больше. Значит, просто боятся ухудшения безопасности. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что, во-первых, присоединяйтесь. Во-вторых, конечно, оставляйте свои вопросы. Поддержите подпиской, лайком. Поддержите канал, это очень важно. Тем более, что YouTube лютует. И канал Алексея, и мой канал они не показывают на территории Украины, только если использовать VPN, и, собственно, менять страну. Поехали, вопросы. Значит... Вопросов много. Режим Блиц. Полетели. Алексей, в 2014 году вы выступали за Майдан. Вы читали договор об ассоциации с ЕС? Вас ничего не смутило тогда? Я совсем был другой человек и гораздо меньше понимал в 2014 году, чем сейчас. Сколько нужно шахедов, чтобы утопить авианосную группу? Спрашивает пользователь. Это нереально утопить шахедами авианосную группу.
Авианосная группа – это ударный авианосец. В ордере у него одна-две атомные подводные лодки, несколько крейсеров, штук 20 эсминцев, которые составляют периметр ПВО. Даже прорваться к авианосцу очень сложно, уже топить его шахедом – это нереально. Так, Алексей, а Афганистан с США тоже выиграли, получается? Я же Ну, сказал сегодня, что проиграли. и смайлики. Ну, это, видимо, что Вы, наверное, Иран. не слушали. Я сказал, и Ирак, и Афганистан американцы проиграли в военном отношении. А по правилам все равно пишут они. Да. Посмотрите передачу. У Китая запас нефти на полгода. Их нельзя шантажировать краткосрочными скачками, но Трамп это пытается делать. Нет, Трамп Почему? не пытается их шантажировать краткосрочными скачками. Я говорил это. Он собирается создать удавку, которая будет действовать 2-3 десятилетия в отношении, а вовсе не там какими-то краткосрочными. И не только на Иран, не только на Китай. Мгм. Союзничков тоже надо держать в узде, а может быть больше, чем Китай. Это ж такая международная политика, это такая любовь, когда, как французский король один сказал, избавь меня, Господи, от друзей, от врагов я себя сам как-нибудь избавлю. Да? Так, значит, вот такой вопрос. Если арабы в нынешней ситуации перейдут на петро-юань, закат доминирования США будет длиться долго? Нет, потому что валюта – это только часть, за которой осуществляется продажа или часть продаж. Это только очень маленькая часть общей системы правил, которые создают американцы. Вы же не думаете, что арабы будут с США рассчитываться юанем? Правильно? Даже если юань захватит какую-то долю расчетов. Ну, понятно, что США не будут рассчитываться США, но с Ираном будут за Долларами, юанем. да. Может быть. Ну, часть захватят, да, это будет часть общих правил. Но идет борьба, и ее исход не очевиден до сих пор. Мы же не говорим, что американцы уже победили. Мы говорим, что они пытаются переписать правила. А это дело непростое. Олег спрашивает, вопрос Алексею. Сергей Датюк как-то сказал, что в Новой Украине должно найтись место и националистам, и республиканцам, и либертарианцам, даже коммунистам. У вас однажды проскочило, запретить нужно только самые радикальные идеологии, нацизм, коммунизм. Означает ли это, что вы согласны с приравниванием коммунизма, нацизма, и в Украине под вашим руководством коммунисты останутся вне закона, а свобода слова на них не распространяется? Вы цитируете кого-то странного. Если этот Арестович где-то имеет место быть в какой-то ветке реальности, скажите, что я его глубоко осуждаю, я с ним не согласен. Существуют две модели основные обращения со свободой слова. Условно-европейская, условно-американская. Американская – это полная свобода слова. Запрещены только действия, которые разрушают. Европейская – это ограничение свободы слова. То есть высказывание на тему, приравнивание идеологий. И прочее, прочее, прочее. Они в той или иной степени гибридны. Например, в США там коммунистическая партия тоже не может развернуться особенно и так далее. Я сторонник американской модели. Это больно такой, за основу. То есть говорить вы можете, что хотите, иметь любые взгляды на здоровье, публично их высказывать. Можете любить Гитлера, можете любить Ленина. Но репрессии государства предпринимают против вас только если вы перешли к непосредственно действиям. Я сторонник вот этой модели. Я очень большой противник европейской модели, где садят за свободу слова, и огромный противник украинской модели, где вот сейчас мне сегодня прислали ссылку, где пенсионера в Ровенской области, по-моему, Волынской, да, где-то посадили за то, что за личную переписку, за мысли, высказанные в личной переписке. Тут 2 шага осталось до мысли преступления. Следующий шаг – это в личном дневнике высказанные мысли, а потом в личной голове высказанные мысли. Вот это уже новости правосудия, от которых, честно говоря, даже привыкших ко всему украинскому публику должна взять оторопь. Но таких вещей никто не замечает. Ведь он писал, что Россия, возможно, права. А таких, конечно, надо немедленно в колодки и расстрелять. Вот и все. Но сегодня посадят за то, что Россия права, а завтра посадят за то, что вы скажете, что Украина права. Понимаете, да? Поэтому государство надо бить по рукам, не давать такими вещами заниматься. И вообще я собираюсь опубликовать у себя на канале с призывом бить во все колокола. Потому что если за личную переписку начинают уже, то это да, суд приравнял, значит, прокуратура говорила, что, или следствие говорило, что личная переписка – это уже публичное распространение, на секундочку. А судья согласился частично с аргументами с этим. Угу. Поэтому это настолько безумные вещи уже, да, и реальная сила, но без права реальная сила – это вообще нехороший мир получается какой-то, и этот мир строится в Украине отдельно взятым каким-то там Волынским судом. Поэтому это надо пресекать.
А А, моя позиция очень простая. Коммунисты, если они есть, могут высказывать любые взгляды и иметь партию в Украине на здоровье. Пожалуйста. Вопрос только действий. Если они начинают действием разрушать украинскую государственность или общество, тогда против них применяются соответствующие методы сдерживания, профилактики, мгм. купирования, наказания. Так, А взгляды любые можете иметь. Вон Канье Уэст в Америке за Гитлера топит, и прекрасный блогер, там, певец, и кто он там еще, и так далее. Алексей спрашивает, пользователь-благодетель. Забавно, как украинская сторона объясняет, почему принудительная мобилизация по типу в украинской в России невозможна. А невозможно, мол, потому, что русские начнут бунтовать, снесут Путина. При этом они же рассказывают, что русские рабы генетические, а украинцы это Да, эльфы свободы. да. При этом в Украине принудительная мобилизация и даже намека на бунт нет. Обе стороны позиционируют войну как оборонительную, насколько логично, своими же руками разбивать миф про свободолюбивых украинцев, который строился десятилетиями в противовес русским рабам. Это, во-первых, это от безграмотности исторической, потому что так называемое крепостное право, на которое ссылаются в России, что они там все забитые в колодке, Салтычиха и так далее, это было 19% населения России. А огромные массы российского народа были вольными всю историю, начиная от поморов на севере, заканчивая сибиряками, там, казаками на юге и так далее. Только в Центральной России это было. Раз. Так что, если так посмотреть, то у россиян гораздо больше исторический опыт свободного населения, нежели закрепощенного. Второе. Сам факт высказывания этой самой, это вещий идиотизм, и никто тоже обращает внимание на такие вещи. То есть, свободные украинцы не бунтуют, а рабы-россияне сбунтуются. В-третьих, ну, понимаете, мы имеем пример Пипы, которая всех наших дедов записала в рабы. И меня спрашивают, вот, Алексей, а как вот реально, вот бывают же, вот, вроде же как вот неправедные войны воевали наши деды и так далее. Я говорю, а вы всегда сравниваете по человеческим качествам. Вот я вспоминаю своего деда, Алексея Николаевича Лукьянчикова, в честь которого я назвал. И вот его человеческие качества и жизнь, которую он прожил, сталинского раба, как говорят Пипы, и нынешних, ну, понимаете, нынешних свободных. Поэтому эта дилемма решается очень просто. И та же самая ситуация между вот этой пропагандой, что мы тут все свободны, а не рабы. Но если вы такие свободные, почему вас как скотов забивают на улицах и затягивают в эти бусы, скажите? Да, значит, клуб Почему вам в зрителей. личной переписке запрещают взгляды высказывать 68-летнему пенсионеру 6 лет дали? Как написал там один человек, следящий за его судьбой, ну, фактически на пожизненно человека посадили при его возрасте и таких сроках. э, Клуб зрителей Олег, как, по вашему мнению, скажется на способности Украины сохранить монолитность власти при физическом устранении Зеленского, Рахами, Ермака и всех вместе или по одному? А что, уже наметилось физическое устранение? Ну, может, человек предполагает, мы же Ну, просто... да, ну, придет к власти там очередная армия Муваира в лице каких-то других политиков, потому что надо быть экстраординарным политиком, чтобы прекратить этот тренд эксплуатировать, очень популярный, бросить вызов всем этим левым националистам, правым националистам, сломать им хребет, поставить их на место, забить в стойло там, и так далее, и так далее. Вы знаете таких политиков сегодня в Украине, которые этому могут объявить войну и сменить идеологию? Да, это нереальная история. Абсолютно. Алексей, к вам обращается Алексей. Знакомый гулял с собакой, 7-летним ребенком в Черкасах. Подъехал бус, наставили пистолет на собаку. Садись или пристрелю. Почему не сказать людям правду? Вас всех по одному отловят, убьют. Российскую Федерацию. Вы лишь ресурс для западной ЧВК, заложенный, проданный, перепроданный. Для чего каждый раз нам рассказывать сказки про еще полгода, чтобы обнадежить, чтобы мы смирились и чтобы таки реализовать свой план? Как вы на это смотрите? Ведь это же точно такие же аналитики. Как я смотрю, я 500 раз уже говорил, что нас используют как индейцев в борьбе с другими индейцами. Могу еще раз повторить. И надо немедленно это прекращать. Не для того, чтобы вот помириться с Россией или отдать ей там 4 области, а в первую очередь для того, чтобы перестать быть пешкой на чужой игре расходным материалом. А потом уже разберемся. Так, давайте в чатики заглянем еще, конечно же, и обязательно.
Так. Вопрос Арестовичу. Когда он говорит, что с России сняли санкции, то какие из 20 пакетов, хотелось бы знать, мистическая сторона... короче, мистика какая-то. Аша спрашивает. Ну, сняли ограничения на продажу нефти, если вы видели. Ну, а санкции европейские, конечно же, Да, нет. Пакет европейские за нет, пакетом. конечно, да. Американцы снимали Трамп, мы же об этом сказали. Так, вопрос. Поясните, Алексей, чему мы удивляемся? Руина это не страна. Страной была Украина, и это она побеждала нацизм в 45-м. И, увы, решила ликвидировать сама себя, отменив Минские соглашения. Ну, это вопрос в точечку. Вы как раз были в Минском процессе. Поэтому... Да, с головой. Так что? Так Вопросов что, нет. вопрос Есть только из-за... утверждение. Не, Украина сейчас не вполне государство. Это территория, где правят разные кланы, борются между собой за внеэкономического способа внеэкономической эксплуатации населения, выполняют часть грязной работы для коллективного Запада и сохраняют видимость отдельные там функции государства в стиле работающей поликлиники и кое-как платятся пенсии. А так это не государство в том смысле, начиная с того, что вящее, абсолютно беззаконное, уничтоженное право и беззаконное насилие над собственными гражданами не есть атрибут государства. Государство создано, чтобы защищать своих граждан. На секундочку. Поэтому... Мгм. Здравствуйте. Почему по Зеленскому, Елена интересуется, не применяют тяжелую артиллерию в виде компромата на того, чтобы он, наконец, принял курс к миру? Тогда слоган «Но наш сукин сын» уже не прокатит. Спасибо. Потому что пока он наш сукин сын. И европейцам нужно, чтобы он тянул. Единственное, кому не нужно, это Трамп. Но Трампу тогда надо все очень серьезно поссориться с европейцами. Поэтому, взвесив на весы, там очень крутая ссора с Европой, с которой он не готов, и там судьба Зеленского, он предпочитает потянуть немножко Зеленского. Да кроме того, не забывайте, он же действует против Путина, на самом деле. Против Китая, против России, с этой Венесуэлой, с этим Ираном. Поэтому Зеленский и для Трампа делает частично долю работы. Сегодня услышал мнение гостя, это у меня на канале был предыдущий эфир, что в США Барака Обаму вспоминают как лучшего президента за последнее время, причем не Байден, не Трамп. Что вы думаете по этому поводу? И кто из них лучший? Ну, это смотря кому как. Я считаю, что лучше Трамп. А кто-то может считать, что Обама. Так у нас многие люди считают, что Янукович лучший президент Украины был за все времена. Как сказал один мой знакомый, у меня ощущение, когда я смотрю на то, что сейчас происходит, что Янукович не воровал из бюджета, а докладывал из своих туда еще. Да, поэтому я знаю огромное количество очень трезвых людей в свое время, которые были против Януковича, которые вспоминают его с ностальгией и больше всего, как говорят, отдали бы, чтобы все эти времена вернулись. Когда было тихо, спокойно, и никто не воевал. Ну, вот такая история. Почему Россия не отвечает на удары в Туапсе? Как не отвечают? Отвечают. Будет удар в ближайшее время по какой-то там нашим там, подстанциям и прочее. Вы думаете, что это же не бадминтон. Удар подготовить нужно. Это не так просто. Угу. Так, вопрос Арестовичу. Почему Кремль боится Боню из Монако? И кто он сказал, что он ее боится? Как вы вообще эту историю расцениваете? Внутренняя интрига, внешнее влияние, ну там агентура какая-то повысовывалась, Да или нет, просто совпадение. В России нарастает совершенно реально недовольство глупостями, связанными с блокировкой там, возможностей в интернете, мессенджеры и так далее, и так далее. И народ высказывает. Это к вопросу о том, что русские рабы. На секундочку. Народ высказывает вовсю. Поэтому вот и все. Да, это признак нарастания недовольства того, что общественное мнение отворачивается по вопросу, по крайней мере, ограничений интернета, там, убийства коровок, там, какие вопросы нам перечислили и так далее. Ой, тут шутит, конечно. Не отворачивается, я бы сказал, так колеблется. Шутит, конечно. Пользователь у вас в чате. Хочу делать ремонт, а у вас, Да, помните, я вижу. высокие плинтуса. Они давно не модные, еще и цвет ламината. Вам комфортно, какие нравятся плинтуса.
Это по поводу аналогии с домом. Да, у меня плинтуса не занимают никакую часть моего внимания, к сожалению. Ничего не могу сказать хорошего вам. Но желаю вам успешного ремонта. Алексей, Гармоничного. пожалуйста, поясните, как допустили в Украине такой ужас землянки, где были такие разумные люди, как вы, например? А нас никто не спрашивал. Я сейчас что-то сегодня вспоминал одно из совещаний в офисе. Я когда думал о том, в какой модели живет Украина и куда она дрейфует, и вспомнил, что вот, по поводу государства и его функций, что вопросы типа «ну киньте там кость этим холопам, чтобы не возмущались», это всегда отодвигались в конец совещания. Всегда. И все с сочувствием смотрели на людей, которым предстоит заниматься народом, так сказать, его потребностями. Потому что 2/3 или 4/5 совещания решали вопросы закрепления власти и внеэкономической эксплуатации. А народу, ну, там, ну да, надо же еще и пенсии платить, бляха-муха. Ну ладно, кто там у нас за пенсии? Вася, мы тебя сочувствуем, но займись, сделай что-то с пенсией. Вот в таком стиле. Типа на черных работах, знаете, как полы помыть в казарме. Вот примерно Мгм. так же. Поэтому Да, значит, так, добрый вечер, и вам тоже. С чего начать восстановление экономики? восстановление экономики нужно с реформы налогового, таможенного и бюджетного кодекса. Так нечего восстанавливать просто. Снова Не, надо можно экономику строить. создать новую, но на той системе правил, на которых она существует, ничего не создашь. Поэтому надо менять правила. Александр спрашивает, что вы думаете по поводу закона об антисемитизме? Почему Зеленский его принял после такой паузы? И вообще, что это означает? Я, кстати, очень многие вижу возмущаются. Корчинские, патриоты разные, Не, ну, патриоты, то спикеры. с ними все понятно, как бы, да. А вопрос, почему Зеленский, это может быть два варианта. Первое, к какому-то событию. Кто-то попросил, потребовал А там же европейцев, дни американцев. вот эти, дни памяти, Катастрофы, да, 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 да. жертв Холокоста. Да, да, где-то под это. Ну, поэтому какой-то комплимент сделали каким-то организациям. Где-то занесли, наверное. Еще что-нибудь такое. Какие-то лоббисты посоветовали, сказали, что это будет хороший ход сейчас. Значит, спасибо, что интересуетесь. Останется ли время выхода эфира таким же, как сегодня? Поэкспериментируем, посмотрим, насколько удобно. Ну, Я мне очень думаю, нравится на сегодня. Да. ну, в общем, посмотрим, как вы будете активны, так и, собственно, мы дальше будем продолжать обязательно. Я все-таки по поводу, давайте, чтобы закончить эфир, вот по поводу антисемитизма, законодательства, да, я считаю, что это очень справедливая претензия, потому что многие говорят, так аж права украинцев, да, то есть и сейчас очень многие, кстати, вот эти патриоты, условно там националистического толка, они заявляют, что нужно закон про титульную нацию, нужно наоборот что-то, чтобы украинцев защитить. Потому что у нас этот закон об антисемитизме, конечно, нарушает и 3 статьи Конституции, и одну Уголовного кодекса, потому что возвышает одних над другими. О чем вот эта дискуссия, о чем говорит, как правильно, в общем-то, распорядиться этой Пусть говорит, дискуссией? что И ну, самый главный вопрос, Алексей Николаевич, самый да. главный, ввиду этого, чтобы вот полно было. Вот смотрите, мы, да, вот мы же вообще украинцы в глубинном понимании украинцев, общества, постсоветского тем более, да, вот такое, как независимая Украине. Ну, это очень такой мелочный был этот антисемитизм на каком-то бытовом уровне, и то даже его не было. А сейчас, получается, есть риски, что он будет на более высоком уровне, благодаря тому, что приняли этот закон. Бытовой антисемитизм в Украине зашкаливался. Да. У националистов это вообще... Я вообще узнал, что антисемитизм существует, только приехав в Украину в 1987 году из Германии, попав в школу там украинскую, и узнав, что да, шуточки про евреев – это вообще такое общее место бытовой культуры. Потому что пока я жил там в группе советских войск Германии, где был интернационал и все такое прочее, и по-другому воспитывались, и другие правила, я понятия не имел, что евреи это, оказывается, может быть плохо. Ну, вот и так далее. Второе, это мне здесь начали это активно объяснять. Второе, для украинских националистов это вообще профильная история, поэтому они так и возмущаются. Потому что если ужесточить законы по антисемитизму, у них 90% риторики уйдет, они же во всем виноваты евреи всегда.
Не без этого просто не мы, землянка не стоит, понимаете, антисемитизм это несущее бревно в землянке УПА. Моя позиция очень простая. Право нельзя привязывать к национальности. Это издевательство и над национальностью, и над правом. Мы либо защищаем права человека и свободы как таковые, или мы начинаем заниматься насилием над правом, что одни животные равнее других. Поэтому как бы принят очередной закон, который противоречит Конституции, Уголовному кодексу и так далее. Но никто же не возмущается нарушением права. Все хотят привилегий себе, и чтобы и всех и репрессировать врагов. Вот это же главная беда Украины, одна из главных, что своим все, а этим самым, а врагам ничего. Как сказал мой знакомый, свои всегда пукают духами, а враги, даже когда пользуются духами, это пуки. Понимаете, да? Поэтому пока мы... Трайбалистское мышление племенное. Поэтому, проблема в том, что здесь царила очень сложная цивилизация, во многом непростая. До 91 года здесь была более высокая цивилизация. А теперь вся система правил, все ее потом скинули очень легко. За 3 августовских дня, и где-то за 3 месяца до декабря 91-го сбросили ее, счастливо вздохнули, а счастья больше не стало. Потому что система отношений плохая, сложная, непростая, репрессивная, может быть, даже тоталитарная. Хотя последние 5 лет она уже в принципе не была тоталитарной с 1987 года. Она была из 20 века. А когда забрали более высокую цивилизацию, она вернулась к своему естественному уровню 17-го. И вот теперь начинаются приниматься законы, что значит у нас лихвари и эти самые, они в особом положении, крестьяне, там, крепостные в другом, подпанки в третьем, паны в четвертом и так далее, и так далее. Это 17 век. Поэтому тоже густо замешано на антисемитизме. Поэтому горе побежден, что я могу сказать. Алексей Николаевич Арестович был моим собеседником сегодня. QR-код возле Алексея Николаевича. Это его школа мышления и коммуникации. Переходите, интересуйтесь. У нас там, кстати, новый интересный сезон, новые семинары, как противостоять давлению, неопределенности, переживать эти тяжелые обстоятельства, приходите. Да, поэтому QR-код, переходите, или на канале полный набор там исходных данных и ссылок у Алексея. В общем, поинтересуйтесь. Это сейчас как бы самое, что не называется, в дырочку, прям в точечку в это время, как противостоять давлению. Друзья, спасибо большое, что подписываетесь, это прям очень здорово, и хотя половина смотрит, например, по моему каналу без подписки, и понятно почему, там кто-то как-то где-то блокируют, везде блокируют, надо VPN, что-то еще, но, пожалуйста, подпишитесь, сделайте это, и, конечно, очень благодарны, что, несмотря на все сложности, с приемом наших волн и нашего сигнала вы все равно находите моменты, чтобы позлить этих негодяев, которые блокируют, и знать, рассуждать, думать. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, зрители. Приходите к нам еще в следующий понедельник. Берегите себя, добра и света. Увидимся.